Сегодня поговорим о том, как можно легко, не снимая бака, подобрать подшипники и сальник для стиральной машины Samsung. Что касается этих запчастей, то здесь не все так просто. Чтобы продавец мог без проблем подобрать нужный комплект, нужно указать модель вашей стиралки. Но обращаем ваше внимание на то, что на панели управления указана не полная модель вашей стиральной машины. Вам придется найти заводскую бирку, на которой написана полная модель вашей стиралки и продуктовый номер. Эта бирочка может находиться сзади стиральной машины или под загрузочным люком. Но бывают такие случаи, когда бирка либо стерлась, либо ее вообще не существует. Тогда есть два варианта. В первом случае все довольно просто, но это касается далеко не всех стиральных машин Samsung. Речь идет о тех стиралках, где сзади есть железный люк, который можно открутить. В таком случае поверните машинку тыльной стороной к себе. Открутите этот люк. За люком вы увидите шкив барабана. Его надо открутить, но для начала надо снять ремень. За этим шкивом вы увидите подшипник. Вам надо определить маркировку этого подшипника. Можно просто измерить наружный и внутренний диаметр и по этой характеристике вычислить, какой подшипник у вас стоит. Обычно на стиральной машине Samsung наружный подшипник меньше внутреннего на 1 размер. К примеру, если вы определите, что за шкивом у вас стоит подшипник 6203, то внутренний будет 6204. Значит, сальник для этого комплекта должен иметь маркировку 25 50,55 10/12. На баке стиральных машин Samsung обычно устанавливается несколько видов подшипников. Первый вариант 6203 и 6204 плюс сальник 25 50,55 10/12. Второй вариант 6204 и 6205 плюс сальник 30 60,55 10/12. Третий вариант 6205 и 6206 плюс сальник 35 65,55 10/12. Четвертый вариант 6305 и 6306 плюс сальник 35 75,55 10/12. Вполне возможно, могут быть и другие варианты, так как моделей стиральных машин Samsung сейчас очень много. Но вернемся к вопросу отсутствия бирки на вашей стиралке. Итак, второй случай, если на вашей стиральной машине нет железного люка. Тогда вам придется снимать бак. После того, как снимете бак, вам достаточно так же, как и в первом случае, просто снять шкив и посмотреть наружный подшипник. Теперь давайте разберемся с маркировкой сальника и немножко поговорим о подшипниках. Возьмем как пример сальник, у которого маркировка имеет следующую нумерацию. 25 50,55 10/12. Первая цифра означает внутренний диаметр, то есть 25 мм. Вторая цифра – это наружный диаметр сальника, он равен 50,55 мм. Следующая цифра означает толщину или ширину сальника. В данном случае она равна 10 мм. А 12 – это толщина сальника вместе с выступом. Если его держать горизонтально на уровне глаз, вы этот выступ хорошо увидите. Многих интересует, как правильно смазать сальник. Смазка накладывается вовнутрь канавки сальника. Если на него посмотреть и сравнить с обыкновенным автомобильным сальником, то разница будет в том, что у сальников для стиральных машин впереди есть отбойник. Он служит для удерживания смазки и препятствует проникновению воды на рабочее место сальника. Теперь немножко поговорим о подшипниках. А именно, ответим на вопрос,
Что означает буква «З» в маркировке этого изделия? Здесь все просто. Если вы видите, что на подшипнике написано 2Z или ZZ, то это значит, что на сальнике с обеих сторон ролики закрыты железным пыльником. В нашем магазине вы можете найти комплекты подшипников СКФ вместе с сальником и смазкой. Мастера долгие годы уже пользуются именно этим брендом. На данный момент более оптимальных вариантов по качеству и цене мы пока не видим. На этом пока все. Небольшое, но познавательное видео, которое, надеемся, поможет вам в ремонте вашей техники. Ссылку на наш магазин вы можете увидеть в описании под видео. Всем удачного ремонта! До новых встреч!